Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у меня очередной список, обзор танков для фарма серебра, нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. Сегодня у нас будет Лева, да-да, всем известный, но так редко выкатываемый в рендом почему-то танчик. И мы вот как раз разберем, почему и вообще можно на этом танке фармить эффективно серебро, тем более, что по коэффициенту фарма серебра эта машина занимает в списке место номер 1. Вот, да-да, здесь самый большой коэффициент фарма серебра. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся в обзор большого фарма. Вот, идем смотреть бронирование. Итак, господа, коллижен модель нашего льва. Ну и давайте начнем с корпуса. У нас, можно сказать, есть центральная часть, переход между НЛД и ВЛД, и два НЛД, нижняя часть и центральная часть НЛД. Нижняя часть у нас перейденки 338, очень крепкая часть корпуса. Центральная часть 141, и это, конечно, мало, тем более, что и угол не самый лучший. Даже вот так вот рамбуя от переда, у нас здесь приведенки очень мало, нас все равно будут пробивать. Все, запомнили. Центральная часть 225, а это уже хорошо. Да, какие-то обычные там не голдовые снаряды 8-х левелов нас сюда уже пробивать не будут. ВЛД 215 снизу, вверху 230. И это тоже с надгусеничными полками тоже хорошо, потому что против голдовых снарядов что-то да что-то тут у нас будет въезжать. Смотря как мы будем встречать снаряд, если вот так, то возможно и ничто вас не въедет с уроном. А если вот под прямым углом, конечно же, ну есть голдовый снаряд с бронепробитием выше 230. Дальше как прокнет бронепробитие у врага. А теперь касаемо башни. У нас такая вытянутая маска. Давайте смотреть кругляк. Кругляк 335, по краям по 200, а вот внизу 335. Дальше 600 рикошет, 400, 328. Огромная маска закрывает больше трети башни. И у нас здесь отличное бронирование, за исключением вот этих двух мест маски. Их надо запоминать, куда льва, собственно, можно пробивать, если мы говорим про маску. Под маской орудия 175, и тоже нужно это помнить. А вот все остальное 300, 400, рикошет, короче, все это зашито хорошо. Есть люк по центру 155. Он очень маленький, в него тяжело попадать, а если он будет играть от рельефа чуть-чуть, вы его вообще не увидите. Боковое бронирование, нижняя часть сотка, верхняя до 101, здесь фальшборд. Танкует от борта очень знатно, хорошо, подставляет щеку с приведенкой в 232. В принципе, от борта играет нормально. Есть кусочек, видите, с подбашенного цилиндра. Здесь вот, ну, прям щелочка, треугольник маленький, 230. В него очень тяжело выцеливать. В целом, броня-то у льва, на самом деле, не учитывая, если НЛД, неплохая. Неплохая. Почему же никто не катает? Давайте смотреть и разбираться далее. Так, с броней разобрались. В принципе, как для танков тяжелых 8-го левела, она здесь достаточно знатная. Есть уязвимые зоны под маской орудия и кругляк вокруг ствола. Ну и, понятно, люкс НЛД. Безусловно. Но вот эти все места, они прям узенькие щелочки везде. Вот что касаемо башни. НЛД, понятно, большое. А вот вверх неплохо зашит. Касаемо орудия. 9-й левел у нас орудие. Альфа 320. Нищая. Заряжается пушка 12. Вот она и пришли мы. Почему большинство танкистов и не любит эту машину? Альфа заниженная 320. При КД пушечки 12 секунд очень тяжело много на этом танке настреливать. Вот либо менять надо здесь КД до 10 секунд при такой альфе, либо при 12 секунд делать ему альфу, ну хотя бы 360, ну а лучше 390. 234 зато бронепробитие хорошее. А если мы говорим как раз, что здесь есть хороший коэффициент, множитель, да, по фарму серебра, то в сочетании вот с таким бронепробитием 234, это прям все отлично уже становится. 294 на голде тоже знатно. Вот. Неплохая точность, на стоке 0.33. Заряжается почти 3 секунды, вот это, конечно, не гуд. Вот, 1600 ДПМ. По полевой модернизации. Во втором
блоки вездеходная и ходовая, притирку 6 наведения, учитывая, что у нас достаточно плохо сводится пушка. Звукоизоляция в 5 блоке. Второй слот обязательно берем на мобильность, потому что по оборудованию будем использовать турбину. Вот она во 2 слоте. Обязательно ставим досел и закалку. Больше этому танку в принципе ничего не надо. По снарядам. У нас, значит, бронебойный летит 1150, хорошо. А голда подкол летит вообще невероятные 1438. Отлично. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 5 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой. Теперь по плюсу-минусу по огневой мощи то, что мы не озвучили. У нас есть УВН минус 10, и это знатно, это хорошо. У нас есть быстрые снаряды, у нас есть 0.32 точность, и время сведения уже не 3 почти секунды, а 2.54. Да и пушка заряжается уже не 12 секунд, а 9.84. В принципе, здесь все неплохо. По ХП 1870. И как среди тяжелых танков на 8 левеле, это знатное количество ХП. Почти 1900. Очень, очень неплохо. И вот пришли ко второй проблеме этого танка после нищей альфы. Это его подвижность. Даже на турбине, к сожалению, эта машина едет только 40. 18 назад, и у нас менее 15 лошадей на тонну удельной мощности, а уж если быть точным, 12 с небольшим. Вот эту максималку в 40 он будет очень медленно набирать. На подъем он будет очень медленно ехать. И это и есть вторая проблема этой машины при фарме серебра. Это его подвижность. Она, ну, мягко говоря, всратая. Да. По обзору 418 метров, а вот это плюс. Да, лев высокий. Хороший у него обзор. Среди танков 8 левела, тяжелых танков, это, ну, можно сказать, топовый обзор. Вот, ребята, отправляемся в бой. Стрелять будем по врагам только ББшками, без голды. Посмотрим, что мы нафармим. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Лева. 8 левел, прям тяжелый танк Германии. Играем без голды. 42 снаряда у нас есть. А сейчас бизон у них, да. Все такое. Будем фармить серебро. Что-то прям упарываться я сильно не хочу. Надо максимально много настрелять. Минимум 3К. Ну там плюс-минус. Суммарного урона надо нанести. Ну вот подвижность. Вот даже на турбине он очень вяло едет. Очень. Будем играть от брони. Оп. Оп. Ага. Умник. Ух ты, там сколько всего вкусного. Есть пробитие. Есть пробитие. Эх, не попали. Ах ты, он его. О, светим.
Отлетел знатно. Пробил я обычным снарядом в лоб. Это хорошо. Но образца что-то надо с ним делать. Тихо, тихо. Пробили в маску. Ну, блин. В маску пробили. Так, опу прячем. Убили. Так, ну треху мы сделали, но бой может быть не самый хороший. Ну, этого мы не пробьем. Просто так. Этого нам будет тяжеловато. А, 6-10. Здрасте, высунулся. Это прям... Вот вам и игра без голды. Враг не прошел. Надо здесь ехать встречать. Бизон пока там дурью мается стоит. Стреляем пока. Стреляем. Тихо, тихо. Так. Блин, и перекрутил, наверное, борт. Ну ладно, 3700 дали. 590 насветили. Это у нас там 4200 суммы. Сойдет. Посмотрим, что сейчас по серебру нам начислят. Эх, 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 союзные чемырдяи опять слили бой, к сожалению. Ничего не меняется в этой игре. Я думаю, мы в топе по урону, конечно, но... Не поперло нам с союзниками. Кстати, начислили, гля, 226 чистый. Да, первое место. 3 фрага. 226 начислено, 196 чистыми вообще. То есть, что там у нас? 30 тысяч на все про все. Ремонт.
пополнении боекомплекта. Так что, как по сути раньше и было у Льва самый большой коэффициент по фарму серебра, так он и остался. Но танк медленный, альфа нищая, ну не особо актуален, конечно, но при должном умении на нем, конечно же, все равно можно настреливать и фармить. Если стоит задача фармить серебро, Лев вполне себе под эту тему может подойти. Поэтому, в принципе, я рекомендую. Ребята, у кого есть Лев в ангаре, а он есть много у кого, вопрос к вам. А чего вы так на них стали? На Львах-то мало ездить. Пишите свои комментарии, получается, не получается ли фармить на Льве. Вот, как по мне, машина все равно еще годная, даже в нынешнее время. Ставьте лукусы под видео, подписывайтесь на канал. И говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.